Здравия всем слушателям и подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименко. И в этом видео я предлагаю вам рассмотреть гипотезу полой Земли на основании письменных источников. Потому что вы все прекрасно знаете, что строение нашей Земли науке неизвестно. Оно построено на их гипотезе, которая совершенно неверна, потому что все источники, которые были в прошлом, и современная наука показывают, что Земля имеет полую структуру. Поэтому я и предлагаю сделать упор в этом видео именно на письменные источники, которые принадлежат и древним цивилизациям, легенды, мифы, рассказы тех, кто там побывал. Плюс взять достижения современной науки, которая занимается практическим изучением строения Земли, и уже показала, что Земля-то у нас имеет полую структуру. Поэтому, если у меня получится вам доказать, что все-таки строение Земли полой, то я хотел бы услышать ваше мнение об этом и в комментарии. Получилось ли у меня и у древних авторов, и у современной науки, которая занимается практикой, а не теорией, показать, что структура Земли полая? Напишите об этом в комментарии. А я предлагаю приступить к рассмотрению этого вопроса, потому что, что такое гипотеза полой Земли? Эта гипотеза говорит о том, что наша Земля имеет полую структуру, внутри Земли существуют различные миры еще более высокоразвитых цивилизаций, чем наша собственная, и фактически вся жизнь начиналась как раз из полой Земли, а потом уже она заселяла поверхность. И там живут множественные формы жизни, которые мы встречали в сказках, мифах, о которых мы сегодня ничего не знаем. Первое письменное свидетельство о наличии подземного мира — это путешествие монаха Поликарпа в подземный мир в 1071 году. И все ссылки на материалы, как всегда, будут в приложении под видео. Как раз это видео ценно тем, что на каждый источник есть ссылка, куда можно перейти познакомиться. Здесь же мы имеем как раз рукопись монаха Поликарпа. Да, она очень сильно сокращена. Ну и те сокращения с кучей чудес, которые в ней содержатся, говорят о том, что монах путешествовал в подземный мир. И этот подземный мир намного более был развитый, чем мы даже тогда. То есть это было 1000 лет назад фактически. Рукопись сильно сокращена, но остатки ее имеются все-таки. Кроме того, у нас есть письменные свидетельства историка Станислава Сарницкого, который утверждал, что русские имеют легенды о богатырях, полубогах, погребенных в горных пещерах, которые пронизывают всю территорию Руси, от Великого Новгорода до Киева. Похожие рассказы существуют о странном народе Чуде, который обладает уникальными знаниями по обработке металла. Легенды об этом народе существуют во всех горных областях России. И на Урале, и на Алтае, и на Кольском полуострове, да фактически везде. По преданию, древний народ Чудь сам по неизвестной причине ушел в подземное царство, затворив за собой дверь огромными валунами. Но причина-то понятна. Никто не хочет иметь дело с обезумевшим народом. А именно то, что мы видим, утрата знаний, утрата понимания принципов строения Земли, вот и привела к тому, что это время, которое мы с вами прожили, время катастроф, время утраты знаний, оно и привело к тому, что разумные не хотят общаться с неразумными. Поэтому нужно становиться обратно разумными, и, пожалуйста, мы сможем общаться с любыми разумными представителями жизни не только на нашей Земле, но и, в принципе, во Вселенных. Казалось бы, может, это какие-то единичные упоминания у славян, но все забывают про божественную комедию, которую написал Данте Алигьери в период примерно с 1308 по 1321 год, которая считается наиболее широким синтезом средневековой культуры, антологии мира. То есть это настоящая средневековая энциклопедия научных, политических, философских, моральных, богословских знаний. Признается величайшим памятником итальянской мировой культуры. А в чем же суть этого произведения? Всем рекомендую перейти почитать или послушать аудиокнигу. А суть в том, что герой спускается, внимание, под землю. И он проходит вот эту огненную реку и попадает куда? В ад. Проходит 9 кругов ада. Но на этом он не останавливается, он идет дальше. Там он попадает в чистилище. Проходит фактически 9 кругов этого чистилища. То есть 2 предчистилища плюс 7 ступеней горы. И проходя чистилище, то есть чистка, очистка, он попадает в итоге в рай. То есть опять же состоит из 9 небесных сфер. То есть что мы видим? Мы видим описание структуры полой Земли с теми цивилизациями, которые там живут. И то даже не полное, и то оно уникальное.
Кроме того, есть продолжение подобных же рассказов, прекрасно и знакомое нам, как «Путешествие к центру Земли», научно-фантастический роман французского писателя Жюля Верна. Впервые опубликован был в 1864 году. И рассказывать о путешествии, совершенной группой исследователей в земные недра, где там совершенно другой мир. Казалось бы, ну а зачем мы вот рассматриваем фантастические рассказы всякие о том, как люди фантазировали еще в недавнем прошлом. А я вам напоминаю, что тот же Жюль Верн примерно за 100 лет до реальных событий он написал роман про путешествие на Луну в 1865 году. Так, суть же в том, он в этом романе предсказал многие детали, которые были предтечами реальной высадки человека на Луну. В том числе точно рассчитал необходимый объем горючего. То есть писатель-фантаст предсказал все, что мы в итоге исполнили через 100 лет. И то, что мы еще не попали внутрь пола Земли, ведь это ж не вина фантастов. А фантастический жанр как раз позволяет что делать? Делиться той информацией, которая в вашем мире запрещена. Я чувствую, скоро и наши все каналы будут переведены в жанр фантастики или просто закрыты. То же самое доказательство мы находим при любом практическом опыте. Давайте вспомним ту же Кольскую сверхглубокую скважину. Казалось бы, практическое бурение всего лишь на глубину 12 тысяч метров. Ну, это ничего, если учесть, что там общая глубина там 6 тысяч километров. А мы 12 тысяч метров просверлили, и что? И тут же наука требовала, ну, как бы в шутку, но на самом деле ее-то закрыли. Но научные мужи предлагали закрыть эту скважину, потому что она нарушила все теоретические знания о строении земной коры. Вот же что происходит, когда делается любое практическое применение технологий. Они показывают, что вся теория неверна и основана ни на чем. А верна теория, которая как раз изложена писателями-фантастами, потому что совершенно неожиданно для всех подтвердились прогнозы Алексея Толстого, опять же из фантастического романа «Гиперболоид инженера Гарина». На глубинах свыше 9,5 километров обнаружили настоящую кладезь всевозможных ископаемых, в частности золото. То есть настоящий оливиниевый слой, гениально предсказанный писателем. То есть опять писатель-фантаст оказался прав. А научные мужи оказались совершенно некомпетентны в строении Земли. Ну, в итоге, поэтому, скорее всего, такие скважины, как Кольская сверхглубокая, единичны или вообще и закрываются, тем более. Потому что нет смысла получать ту информацию, которая противоречит теоретической науке. Тоже стоит напомнить, что есть такой писатель Свифт, который в книге «Путешествие Гулливера» описал еще за 150 лет до официального открытия двух спутников Марса, Фобоса и Деймоса, их существование. Ну, на самом деле, мы знаем, что он был священник, то есть, скорее всего, имел доступ, скажем так, к запрещенной литературе и в то время. Отсюда у него и получились лилипуты, великаны, летающие города, то есть все, что в нашем мире запрещено, но на самом деле оно как существовало, так и существует. Ну, вот его можно было выразить в форме фантастического рассказа. То есть и люди маленького роста, и высокого роста, и летающие города атмосферы Земли на магнитных принципах, ну и совершенно другое устройство нашей Земли и понимание, как она функционирует, в том числе и существование двух спутников уже за 150 лет до их открытия он их открыл. Вот почему рассматриваем так называемую фантастическую литературу. Еще одна очень крутая книга, называется «Эти Дорпа или край Земли». То есть это уникальная книга, чем? Там опять же идет путешествие человека во внутренний мир, помогает ему в этом путешествии уникальное существо, там множество чудес происходит с самим этим человеком, и она уникальна чем? Она уникальна тем, что как раз во время этого путешествия есть попытка объяснить человечеству именно какие законы происходят на глубинах. То есть те законы, которые мы не знаем, нам еще неизвестны, но как функционирует мироздание, в том числе как построена наша Земля, в ходе путешествия идет постоянное объяснение. То есть пытаются люди, которые знают правду, скажем так, объяснить людям, которые вообще ничего не знают, как вообще устроено мироздание, как устроено строение и Земли, и подземного мира. То есть вот чем эта книга уникальная, всем ее рекомендую, опять же там и иные формы жизни, и подземный мир, и множество интересных объяснений этому. Книга малоизвестная, но все ссылки на нее есть в описании. Она есть и в аудиоформате, ее можно и прочитать. Ну и моя, наверное, любимейшая книга «Дымный бог».
То есть одна из самых знаменитых фантастических произведений на тему пола Земли и тайн ледяной Арктики. Дата выхода 1908 год, то есть называется «Дымный бог», американского писателя-предпринимателя Уиллиса Эмерсона. В чем же ее суть? Дело в том, что когда я беру ту информацию, которая написана в этой книге «Дымный бог», она вроде бы фантастическая, то она почему-то полностью совпадает с мифами, легендами, с открытиями современной науки и полностью вписывается на 99% фактически. То есть фантастика почему-то оказывается описанием реального строения Земли. Ну, это неудивительно. Там рассказывается о том, как норвежец Олаф Янсен и его отец в 1829 году поплыли на север и ухнули в дыру около Северного полюса. В итоге оказались в неведомом мире, где обитала высокоразвитая цивилизация. Подземные жители общались между собой телепатически, были гигантами, перемещались с огромной скоростью в дискообразных летательных аппаратах. То есть летающие тарелки еще в начале 20 века идет описание, а речь идет вообще про 19. Ну и про Солнце, которое расположено в центре Земли, и как это все функционирует. Поэтому нет ничего удивительного, что, опять же, в начале 20 века появляется еще один фантастический, в кавычках, роман Плутония, русского геолога и географа Владимира Афанасия Обрычева. В романе рассказывается о путешествии во внутреннюю полость Земли и открытии подземного мира. Опять же, скорее всего, это как раз начало так называемой загадочной Земли Санникова, которая, опять же, не видна, потому что применяются технологии более высокоразвитых цивилизаций, технологии невидимости объектов. Хотя я показывал и разбирал видео Земля Санникова, где оказывается, что она невидима с моря, например, но если смотреть из космоса, то видны как раз тени гигантских гор, которых нет. То есть есть на самом деле, то есть в этой технологии невидимости какие-то ограничения. Поэтому все можно найти в нашем современном мире, если этим заниматься. То же самое мы видим объяснение в романах Луи Жакалио «Сыновья Бога» 1873 год, когда впервые упоминается Асгардха, и «Миссия Индия в Европе» 1910 год в форме написания Агарта. Почему это важно? Потому что, опять же, в Осиндовской книге «Звери, и люди, и боги» со ссылкой на рассказы монгольских лам, опять же, духовных учителей, ну, назовем это так, приводит легенду о подземной стране, управляющей судьбами всего человечества. То есть он уже не просто сам фантазирует, он просто записывает рассказы духовных учителей лам, на самом деле. То есть в Агархе живут высшие посвященные, хранители традиций, истинные учителя и правители мира. И вот эти ламы предоставляют подобные вот иллюстрации, то есть где видна структура пола Земли и другие цивилизации там живущие. Поэтому Агарт или Агарха или Агарта с санскрита переводится вроде как неуязвимый, недоступный. Ну, нам как бы недоступный, он недоступный для неразумных существ, скажем честно. А для разумных он вполне доступный. Страна эта упоминается в эзотерических и оккультных литературах, то есть иногда трактуется наподобие Шамбалы, то есть мистический центр сакральной традиции. Опять, что мы видим, как эта Агарта связана с нами? Северный и Южный полюс и, самое интересное, вулканы. То есть, опять же, эти вулканы, они связывают и нашу поверхность, и их поверхность. И еще вулкан — это как раз стоячая волна, то есть нулевая гравитация, то есть центр гравитации именно оболочки Земли. Поэтому я, когда рассматривал этот материал, показывал, что в нашем мире мы фиксируем множественные входы НЛО в вулканы, и при этом ничего не происходит. То есть ребята возвращаются к себе домой, решают свои задачи и вернулись домой через входы, то есть через вулканы. Ну, работающие, не работающие, это не принципиально для них. Еще одно подтверждение того, что Земля имеет полую структуру и есть туда входы через полюса. Опять же, немецкие карты, которые изучали Южный полюс, и оставили нам эти карты фактически с теми территориями, которые там существуют, то есть существование полой структуры. В Земле они рассказывали об этом, подтверждали мифы. То есть почему они этого добивались? Они тоже изучали мифы, как бы, и туда вполне вероятно и попали. Но, казалось бы, ну, мало ли, это фантастика, но эта фантастика опять подтверждается Ричардом Бёрдом, который, опять же, в середине 20 века обследует Южный полюс, попадает к какой-то более высокоразвитой цивилизации, возвращается, ну и пишет об этом свои воспоминания. Все ссылки на материалы по описанию под видео. Поэтому он рассказывает про высокоразвитую цивилизацию, которая существует внутри пола Земли, как он туда попал, как он туда выбрался. Но сам факт остается фактом. Целый адмирал уже.
И тут уже как бы адмиралу уже показалось, что Земля имеет полую структуру, и там живут более высокоразвитые цивилизации. Опять же, мы имеем так называемое секретное дело КГБ «Орион», которое собиралось для высших должностных лиц, как говорится, на закате Советского Союза. Там были собраны все материалы, имеющиеся, которые были добыты как раз как трофеи у фашистов, по линии разведки, у других организаций, у оккультных организаций. И что там идет за описание? Там идет описание строения полой Земли. Вот перед вами эта схема. Опять же, ссылки на материалы в описании под видео. Каждый может перейти и ознакомиться, что подобное дело существует. И там описана именно структура полой Земли. Написано, как это функционирует, что действительно есть посередине магма является центром гравитации Земли. Не внутреннее Солнце, а именно магма. То есть где, что внутри, опять же, пресная вода, ее много. Мы сейчас увидим это как раз в открытиях ученых. Они покажут, что это действительно так. То есть, когда мы видим уже сегодняшние открытия ученых, нам уже нечему удивляться, потому что наука фактически опровергает теорию о том, что внутри там все там жидкое, и магма жидкая клокочет, и показывает, что наука находит, два континента нашла внутри пола Земли фактически. А эти как бы континенты, они в виде гор. Вспоминаем горы Чистилища, там 7 ступеней горы, которые держат эту структуру. Я ее изучал, показал, как она держит это все. Что это знаменитые структуры Мара, Иды и Атлант, которые держат как бы внутреннюю сферу. Но и все это строение нашей полой Земли. То есть вот как оно выглядит при изучении наукой. И хотелось бы показать, что эти горы, протяженность их 1000 километров, одна расположена под Тихим океаном, другая под Африкой, то есть это гигантские капли, которые и позволяют, скорее всего, и попасть во внутренние полости пола Земли. То есть да, это все нужно продолжать изучать, но наука изучает это и говорит нам самую ценную информацию на сегодня. Так как они, изучая как бы землетрясения и те волны, которые происходят, отражения в земной коре, сказали, что на глубинах 410-660 километров присутствует более сильная топография, чем в скалистых горах или Апалачах. Она столь же сложная, как и та, что мы наблюдаем на поверхности. То есть они признали теорию строения Земли, которая существует сегодня, полностью несостоятельной фактически. И показали, что на глубинах 410-660 километров существует обратная сторона Земли. Запомните эти глубины. И это же подтверждает и наука, которая изучает те же землетрясения. Почему? Потому что все землетрясения происходят на глубинах фактически от 33 до 300 километров. А где же там 1000, 2, 3, 5? Нет такого и близко. То есть все землетрясения как раз происходят в земной коре. Ширина которой 410-660 километров. Вот и все. И все изученные землетрясения именно в этих плоскостях и укладываются. А почему 3 разделения? Ну, опять же, глубина до стоячей волны, грубо говоря, сама стоячая волна, так называемые промежуточные землетрясения, и землетрясения на обратной стороне Земли. Вот, пожалуйста. Плюс у нас существует свидетельство индейцев Макуси, которые до 1907 года входили в какую-то пещеру, путешествовали под землей от 13 до 15 дней, чтобы добраться до внутреннего мира. Именно там, на другом конце света, во внутренней земле, живут гиганты, существа ростом 3-4 метров в высоту. Опять же, они рассказывают о потере массы, то есть о том, что в середине где-то существует эта стоячая волна, центра гравитации, и что я рассчитал, что примерно такое путешествие должно у них было занимать как раз от 320 до 510 километров. Ну, фактически это укладывается в данные науки. Но самым интересным является то, что наука как бы не стоит на месте и открыла внимание на тех же глубинах, то есть 410-660 километров под поверхностью Земли, океан. То есть этот океан как раз и находится на поверхности пола Земли с другой стороны. Да, вода связана. То есть вода по всей Земле тоже связана, потому что вода в том числе тоже охлаждает эту магматическую реку, то есть центр гравитации, потому что ее ж нужно охлаждать, иначе она будет перегреваться. И что они говорят? Что океан, находящийся под поверхностью Земли, он даже больше возрастом, чем те океаны, что у нас на поверхности. Объем воды, который находится под землей, от 4 до 20 раз превышает размер мирового океана. То есть вот эта структура, вот эти капли открытые, континенты, я их называю горы в кавычках, Атланты, это Мара, Ды.
А между ними как раз находится этот гигантский океан. Ну, плюс та топография, которая открыта на тех же самых глубинах. То есть, опять же, вот они провели как бы компьютерное моделирование, как это выглядит со стороны. Что мы видим? Поверхность нашей Земли, поверхность океанов. Океаны переходят в подземные океаны, и мы видим внутреннюю структуру Земли, и все это происходит на глубинах 410-660 километров. То есть, а где же магма, которая там от самого центра до нашей поверхности клокочет? Ее нет и близко. То есть, вот эти красные пятнышки, это Земля. Понимаете, они открыли структуры размером с континенты. То есть, они открыли континенты полой Земли. Ну, в том числе и горы полой Земли. И те горы, которые удерживают, скажем так, наше внутреннее Солнце. Опять же, те горы, которые обеспечивают вполне вероятно смену дня и ночи, удерживая структуру Ви. То есть вот это око гигантское, ну века, которое закрывает наше око Земли, то есть всевидящее око, внутреннее Солнце Земли фактически. То есть, что мы видим здесь? Мы видим структуру пола Земли, где есть Земля на другой стороне, где есть вода, где есть структуры размером с континенты, а вот эти синенькие структуры выше, это фактически большие массы кислорода, жидкости, потому что, опять же, согласно дымному богу, там каждую ночь идет дождь. Дождь животворящий, люди живут дольше, растения больше, все имеет размеры намного больше, потому что там райские условия вечного лета. И это нам опять же подтверждает наука, которая, посмотрите на распределение кислорода, то есть на больших глубинах, там в районе 950 километров, гигантское количество кислорода. То есть его настолько много, потому что там буйная растительность круглый год лета, что образуются целые даже реки жидкого кислорода. Так, российские и немецкие физики обнаружили ранее неизвестную прослойку в мантии Земли, в которой содержится гигантское количество жидкого кислорода. По нашим оценкам, в этом слое содержится примерно 8-10 раз больше кислорода, чем в атмосфере Земли. Напоминаю, нас защищает озоновый слой, а он состоит из кислорода. И этот кислород взят как раз из внутренних полостей Земли. Это было большим сюрпризом для нас, и мы пока не знаем, что происходит с этими кислородными реками в недрах планеты, заявила Елена Быкова из университета Байретта. То есть они о чем говорят? Они говорят о том, что они вообще не понимают, что там происходит. То есть они открывают эти реки, легендарные, кстати, река кислорода, это река Лето, она же легендарная река, которая позволяет, лишает памяти. То есть большое количество кислорода может лишить даже человека памяти. Ну и опять же мы утыкаемся в мифы и легенды, теперь мы понимаем, где и что это происходило, потому что один из подвигов Гераклова — это сад Гесперид с молодильными яблоками, когда ему помогает Атлант добыть эти яблоки, тем более, что путь в сад Гесперид Геракл узнавал у подводного жителя, старца Нерея. Почему? Потому что, ну, вода связана, то есть подводным жителям лучше перемещаться даже удобно по нашей, скажем так, земле со всех сторон. Но так как Геракл все-таки мог путешествовать именно только по суше, он попадает внутрь пола Земли через Кавказские горы. Ну, что неудивительно. То есть он идет в Кавказские горы, спускается внутрь пола Земли, добывает эти яблоки молодильные и возвращается обратно. Ничего удивительного, потому что в греческой мифологии Орфей пытался спасти Эвридику от подземного ада. В древнеегипетских папирусах говорится, что фараоны Египта общались с подземным миром, к которому можно было получить доступ через секретные туннели, скрытые под пирамидами. Вавилонский герой Гильгамеш посетил своего предка в недрах земли. Леонард Эйлер, гений 18 века, пришел к выводу, что Земля была полая, имеет центральное Солнце и была заселена. Эдмунд Галле, первооткрыватель кометы Галлея по совместительству королевский астроном Англии, также считал, что Земля полая внутри с 3 ярусами. Ну, ад, чистилище, рай. Почему нет, да, и гиганты именно оттуда. Тартар, опять же, считается древнегреческая мифология, она же древнегреческая, просто славянская мифология. Глубочайшая бездна, находящаяся под Аидом, куда после Титаномахии Зевс низвергнул Кроноса и Титана. То есть существует это все о том, что наш подземный мир намного более насыщенный, чем нам, мягко говоря, пытаются рассказать. Да, существует. Перед вами представление христиан об устройстве Земли. Да, есть поверхность Земли. А под поверхностью находится место преисподней. Потом у них это идет лоно Авраамова, рай.
Потом идет Великая пропасть, ад, Авадон, Тартар, то есть, ну, фактически все, что окружает центральное светило. То есть, ну, что мы видим, опять же, преисподняя, тот же ад и тот же рай. То есть, практически то же самое, что мы рассматривали в других легендах, мы здесь то же самое видим. Ну, то же самое мы теперь понимаем и наши сказки. Потому что сказка о мальдиных яблоках и живой воде, это о том же, куда ходил и Геракл, куда он летит, и направляется герой к центру пола Земли. Вот вам небольшая выдержка, как Иван-Царевич поутру выезжает от Бабы Яги. Благодарит Бабу Ягу за ночлег и поехал на ее коне. Вдруг он и говорит коню: стой, перчатку обронил. А конь отвечает: в кою пору ты говорил? Я уже 200 верст проскакал. То есть 200 верст это больше 200 километров. На обычной лошади вы это и за сутки не сделаете. То есть за сутки на обычной лошади, ну, можно пройти, ну, пускай 40, ну, пускай 60 верст. Но если вы загоните эту бедную лошадь, ну, может 100. То есть за все сутки. И тогда лошадь, скорее всего, помрет. Здесь же она проскакала 200 километров так, что Иван-Царевич только успел как перчатку обронил заметить, а уже 200 километров нету. Вот какие лошади, какие богатыри и какие места опускались наши молодцы за молодильными яблоками и живой воде. А в центре у нас что находится? Жива, богиня, которая вырабатывает живое железо. Ну и живую воду, там богиня Мара. Я не привожу тут все славянские мифы, потому что я это все рассматривал в видео «Дачбог Тарх Перунович» и богиня Тара. То есть это в самих названиях идет описание структуры полой Земли. Или Ирисат, знаменитый. Опять же, рассматривал видео «Божественное устройство планеты». Все ссылки будут в описании под видео. Перейдите, посмотрите. Потому что фактически все символы, легенды, мифы, боги, они все показывают нам внутреннее устройство Земли, полой Земли. Или внутреннее устройство Вириасада. Там же мы находим ответы на тайны времени, на тайные символы, знаки. Потому что 12 часов дня, 12 часов ночи это время полой Земли. То есть ваши часы у вас в доме. Это время, по которой живут жители полой Земли. А в славянское время жителей поверхности это как раз 16 часов. И опять же, я это приводил и рассчитывал, показывал, что это все зависит от того места, где вы живете. Тут опять же здравомыслие. Поэтому у нас 16 чертогов, а у них 12 созвездий. И 12 часов дня, 12 часов ночи. Но мы, как потомки жителей полой Земли, потому что мы дождь Божьи внуки, а дождь Бог это внутреннее солнце, все равно пользуемся и теми часами. Ну, также это изучение позволило найти пульс Земли, пуп Земли, голос Земли, центральное око Земли. То есть все, что мы читали в легендах, оно как бы есть и существует и сегодня. Ну, помните, повторение мать учения, а ваши выводы жду в комментариях. Удалось ли мне и другим авторам доказать, что структура Земли все-таки полая, а не такая, как говорит нам наука. Самое ценное в этом видео, в том числе ссылки на приведенные источники, потому что в каждом можно перейти, почитать, послушать и древнейшие произведения и нашего времени, изучить свидетельства тех, кто там был, достижения науки и понять все-таки настоящую структуру нашей Земли. Но хотелось бы напомнить, что для того, чтобы выходили следующие видео, нужна ваша информационная поддержка, потому что если вам нравятся эти видео, то чтобы они оставались в информационном поле, нужны, во-первых, ваши положительные комментарии, ваши лайки, подписка на канал и, соответственно, репосты, то есть распространение этой информации в своих группах, в своих друзьях, ну и, соответственно, просмотры. Именно все это позволяет оставаться в информационном поле той информации, которая системе разрушения как бы не нужна. А вот если она нужна людям, то тогда просьба поддержать такую информацию. Именно благодаря этому, лайкам, комментариям положительным, эта информация остается, потому что YouTube такие видео обычно лишает монетизации, а в итоге удаляет. То есть люди не получают рекомендаций, то есть не видят их в рекомендациях тогда. В итоге эти видео просто удаляются с канала из-за того, что они YouTube как бы не нужны. Отдельная благодарность тем, кто имеет возможность помочь и материально, потому что не только информационная работа важна, но и работа в материальном мире, так как нужно продолжать исследования. Я бы, например, хотел посетить те места, которые открыл,
например, тот же великий Ханбалык легендарный в России, долину пирамид императоров. Но это без вашей поддержки невозможно. Если даже хотя бы 10% тех, кто смотрит это видео, это будет интересно. Под каждым видео есть закрепленные комментарии. Там есть любые счета и в рублях, и в долларах, и в гривнах, и в других валютах. Совершенно небольшая сумма может помочь, чтобы невозможное стало возможным. Стали возможны и новые исследования, стали возможны и экспедиции в те районы, которые уже открыты. То есть фантастика стала бы явью. Но это возможно только при силе коллектива, когда многим людям это интересно. И не нужно что-то фантастическое. Даже если человек найдет возможность выделить какие-то 10-100 рублей раз в год, найдя информацию на канале полезно, это позволит невозможному стать возможным. И помните, бесплатный сыр, он всегда бывает только в мышеловках. А тот, кто платит, тот и заказывает музыку. Поэтому заказчик и должен быть народ, простой народ, который будет говорить: да, мне интересно развиваться как человек, либо наоборот интересно посетить в первую очередь как раз те места, которые уже открыты, просто нужно подтверждение, что это действительно так. И помните, что сейчас наступила эпоха волка, а древние говорили: в человеке два волка, злой и добрый. Кого кормишь, на кого обращаешь больше внимания, как в информационном плане, так и в материальном, тот и увеличивается. То есть то, что вы обращаете внимание и во внешнем мире, и в себе, то и будет увеличиваться. Будете обращать очень много внимания на зло, будет увеличиваться количество зла. Будете обращать внимание на добро, как в себе, так и в мире, и будет увеличиваться количество добра. Почему наступившая эпоха уже с 2013 года, это как раз время честности и справедливости, время санитаров леса, то есть людей воли, волевых, то есть образ волка отсюда возникает. Поэтому время поменялось, энергии поменялись. Не живите на алгоритмах прошлого, а ищите алгоритмы, которые делают вас лучше. И самый главный успех этой жизни и секрет этого всего успеха, это состоит в том, чтобы найти свое предназначение, а затем реализовать его. Это говорил Генри Форд. Но на самом деле это знали и древние, потому что если каждый человек устремится к цели в жизни, выполняя свое предназначение в соответствии с течением времени жизни, то жизнь его обретет высший духовный смысл. Это заповедь числа Бога. Именно поэтому я на своем сайте и предлагаю людям пройти славянский гороскоп, так как именно он и является основой мудрости древних. Он показывает жизненное предназначение человека, содержит ту гигантскую информацию, которая содержит душа человека, те программы, которые в нем есть, то предназначение на весь срок жизни и плюс множество еще дополнительной информации. То есть без этого это все равно, что блуждать широко закрытыми глазами по миру и натыкаться на препятствия, которые вам совершенно не нужны. То есть тратить свое жизненное время попусту. Всем рекомендую это сделать, потому что это основа вашей жизни. То, что в вас заложили и боги, и предки, и высшие силы, и вы сами. Все ссылки на эти материалы, они есть на канале. То есть вот красная стрелка, на главной странице канала есть ссылка и на сайты, на все мои социальные сети. Переходите, там все это есть. А в социальных сетях Народная академия наук создана, то есть то место, где люди могут делиться своими находками, показывать интересные материалы и написать мне напрямую, если это есть необходимость. То же самое есть и в Одноклассниках. А с вами был Виктор Максименко. Жду ваших комментариев по этому поводу, стоит ли продолжать двигаться в этом направлении. Благодарю всех за внимание. До новых встреч.